Сегодня у нас мастер-класс по изготовлению вот такой вот сумки на пластиковой канве. Для того, чтобы ее сделать, вам не обязательно уметь вязать. Главное запастись терпением. Она прочная, износостойкая. Ухаживать за ней очень легко. Она не боится влаги. В принципе, я результатом очень довольна. И хорошо, что я не сделала свой первый вариант, как я задумывала в начале. Для закрепления концов мы использовали зажигалку. Такой способ экономит пряжу. На мою сумочку среднего размера ушло 115 грамм. Почему я остановила свой выбор на пряже Yarnart Macrame? Я рада вас всех приветствовать на нашем канале. С вами магазин рукоделия Candy Yarn и я Яна. Сегодня у нас мастер-класс по изготовлению вот такой вот сумки на пластиковой канве. Для того, чтобы ее сделать, вам не обязательно уметь вязать. Она вышивается гобеленовыми стежками. Узор выполняется очень просто. Главное запастись терпением. Что нам понадобится для изготовления этой сумочки? 2 мотка Yarnart Macrame в желаемом цвете, пластиковая канва, фурнитура, портфельный замочек, 2 полукольца, ручка-цепочка с карабинами и, конечно же, подкладка. А также нам понадобятся вспомогательные инструменты: зажигалка, отвертка, кусачки и ножницы, швейные нитки, иглы для шитья и 1 игла с тупым концом. К работе у нас все готово, и мы приступаем. Приятного всем просмотра! В первую очередь, когда мы взяли канву, нам нужно выбрать узор и посмотреть, как он распределится по отверстия. Когда выбрали узор, обязательно посчитайте количество клеточек. Начаться он должен и закончиться на одинаковом уровне, то есть по краям. Если у вас остается с одной стороны 2 клеточки, то есть с другой стороны должно остаться 2 клеточки. Если у вас рисунок будет полным заполнением, только оставите канву для сшивания, то начинать нужно с 1 клеточки. Если у вас будет окантовочка, там косые, прямые линии, то можно сначала сделать окантовку, вышить по всему периметру, а потом уже заполнить рисунком. Мы будем сразу заполнять рисунок. Выбрала я узор плетенка, на мой взгляд, очень красивый и интересный узор, и смотрится он как бы теневым. Для этого пряжу я взяла Yarnart Macrame. Это 100% полиэстер. И будем вышивать им. Рисунок я выбрала, где есть косые линии. Не прямые, вышиваются не по горизонтали и по вертикали, а по косой. В косом рисунке хорошо заполняется канва, и ее не будет видно. Вот схема моей плетенки. Схему этого узора вы можете скачать под видео. Я маркером отметила из 4 дырочек угловых верхнюю правую с одной стороны и верхнюю левую с другой стороны. Рисунок будет располагаться до этих линий. Вдеваем нитку в иглу. Ниточку можно оставить подлиннее. Я начинаю всегда вышивать с левого угла. Наш маркер, вот 4 клеточка угловая, над ней вводим иглу снизу, протягиваем ниточку, оставляем край. Так как нитка немножко тонкая, я буду делать 2 раза оборота в одни и те же отверстия. Оставляем край, придерживаем его. По диагонали отсчитываем 2 пустые клеточки. 1, 2, в 3 вводим иглу сверху вниз. Следим, чтобы нитка была не перекрученная. И повторяем. Опять вводим. Это 2 раз. И опять же в 3 клеточку по диагонали. И подтягиваем. Теперь этот конец мы прокладываем вдоль нашей вышивки и будем закреплять ее нитями. Мы сделали 1 стежок. Теперь следите так, чтобы нитки не были внахлёст, чтобы они лежали друг с дружкой. Следующий стежок у нас идет в нижнюю соседнюю дырочку. Через 1 дырку, получается, 1 отверстие пропускаем, во 2 прокладываем сверху вниз. И повторяем.
Можно вышивать в 2 нитки сразу, но аккуратнее работа получится, когда вышивать по отдельности. Далее, первый стежок мы делали, вот у нас выходит из 3-й дырки он. Мы по диагонали опускаемся вниз, в следующую дырку снизу вводим иглу наверх. Через 2 отверстия в 3-е проводим нить. И повторяем. Получается, что снизу у нас идет такое же заполнение, как и сверху. Получаются вот круговые такие обороты. Далее посередине вот наша средняя дырочка. Ее пропускаем, в соседнюю вводим иглу. Два отверстия по диагонали, в 3-е вводим сверху вниз. И повторяем. Внизу пальчиком можно придерживать, чтобы она не ослабевала. Рядом с этой дырочкой вводим снизу вверх. И через одно отверстие повторяем. Подтянули. Теперь от первого стежка по диагонали опускаемся вниз и снизу вверх выводим иглу. Пропускаем 2 отверстия в 3-е. Здесь она тоже получается по диагонали. Вводим сверху вниз. И продублируем этот стежок. Вот у нас получилось 2. И теперь таким образом, начиная вот с этой дырочки, мы повторяем до конца ряда. Я вышила до конца нитки, у меня остался вот такой короткий край. Что я буду с ним делать? При желании можно оставить сантиметр, обрезать и подсоединить вторую нитку. Но я сделаю по-другому. Я обрежу ее, оставлю сантиметр. И здесь нам понадобятся спички или зажигалка. Подпаливаю, и пока плавится, мы край приклеиваем к изнаночной стороне, к вышивке. И нитка у нас будет закреплена. И дальше мы продолжаем вышивать ряд, так как мы начинали в начале. Здесь край нитки можно проложить вдоль изнанки и подшить его, а можно сразу его приклеить рядышком. Итак, я закончила ряд.
Как видите, закончился он у меня перед крайней петлей, точно так же, как у нас здесь начинался. Одна петля у нас свободна, и здесь у нас одна петля свободна. Дальше мы переходим на второй ряд. Второй ряд у нас в работе будут вот эти вот отверстия, которые прикрыты первым стежком. Снизу вверх в первый стежок под ниткой старайтесь так, чтобы с изнаночной стороны не попала игла между нитями, чтобы они были отдельно. Отодвигаем, вытягиваем ниточку и по диагонали отсчитываем 2 отверстия, в третье прокалываем и продублируем его. Теперь в открытое, которое рядышком идет по диагонали, прокалываем снизу вверх и через отверстие по диагонали прокладываем сверху вниз стежок, дублируем его. И теперь третий стежок мы делаем по диагонали от первого стежка. Через 2 отверстия в третье. Когда делаете второй стежок, следите, чтобы натяжение 2 ниточек было одинаковым. Итак, дальше продолжаем стежок уже над первым рядом наискосок сюда. Можно сделать в первое под ниточкой в отверстие. Через 2 отверстия по диагонали в третье. И продублируем его. Это точно так же, как первый ряд, только в другом направлении. Продолжаем вышивать второй ряд до конца. И дальше рисунок чередуем первый и второй ряды. Я вышила одну сторону, как боковую часть оформить я еще не знаю, потом над этим подумаем. И узор у меня закончился в первом ряду боковушек. Я начала вышивать вторую часть. Как здесь я распределяла узор? Я просто взяла вот эти 2 ряда по дырочкам и перенесла их сюда. И отступила 1 ряд отверстий. Дальше продолжаем вышивать до боковых частей. Как видите, я переиграла свой первый вариант. Задумка была совсем другая. Я решила сделать все в одном узоре. И теперь довышиваю до самого первого ряда. Я с одной стороны уже начала. Сделала боковую часть, вот так вот она будет смотреться. И будет продолжением до самого первого ряда. Останется только сделать окантовку во время сшивания. Изначально я хотела сделать отдельно боковушки, дно, вышить другим узором, сделать окантовку. Но это мне все не понравилось, и я решила все сделать одним узором. Если вы решите вышивать одним рисунком, вам лучше начинать с клапана и идти единым полотном до следующего края. И теперь хочу вам показать принцип сшивания боковой части с основной. Соединяем и смотрим, какие ячейки к какой относятся. Здесь большие ячейки, и для полного их заполнения сюда нужно сделать не по 2 стежка, как мы делали в узоре, а по 4. И при этом нужно смотреть с другой стороны ячейки. Вот если мы вот так вот прикладываем, то мы смотрим, что 2 ячейки на боковушке соответствуют одной большой. Значит, мы эти 2 ячейки соединяем в одну большую. Дальше идет 1 ячейка, она совмещается с большой. Здесь можно сделать не 2, а 3 витка. Дальше следующая длинная ячейка
и напротив нее 2. Значит, мы эти 2 ячейки соединяем в одну. Дальше, если смотрим, 1 ячейка и 1 длинная. И вот тогда у нас получается соединение уже маленьких ячеек. Здесь мы идем ячейка в ячейку до конца, пока у нас не закончится основная деталь. И еще одно предупреждение. Крепления в замочках есть разные, есть широкие, узкие. В этот раз у меня попалось широкое, поэтому я могу вышивать полотно, и оно у меня свободно встанет. В моей первой сумке было узкое, и место, где будет крепиться замок, я не вышивала, оставила просто свободную канву. В моем случае я буду вышивать полностью, так как крепление здесь широкое и вышивка сюда входит свободно. Я начала вышивать до полосы окантовки. Здесь я пока делаю все в одном направлении. Так, закончили. И теперь я нитку выведу на следующую сторону. Я это буду делать вот так вот. Протяну иглу под нитями и выведу. Дальше смотрим. У нас здесь получится полноценный элемент. У нас останется свободных 3 отверстия. Мы их сейчас вышьем. Дальше начинаем вышивать элемент. После этого мы начнем вышивать поперечный элемент, продолжение вот этого, в этом направлении. И теперь здесь у нас получается полноценный элемент. Мы его и вышиваем. Здесь есть отверстия, которые очень маленькие. Это идет расширение. Но я думаю, что сюда он влезет. Иголка у нас сюда войдет. И мы его вышьем туда. Здесь мы дошли до поперечного элемента, теперь начнем вышивать его. Здесь у нас получается полноценный элемент, и мы его сейчас сделаем. Здесь у нас остается свободных 2 отверстия, которые мы не сможем потом вышить. Мы их сделаем сейчас.
Дальше здесь идет поперечный элемент. Мы его вышиваем. Здесь уже по краю будете смотреть, как у вас будет получаться и как вам больше нравится. И дальше перейдем на поперечную к этому элементу и будем заполнять эти все отверстия. Если у вас здесь стежки расходятся, не переживайте. Когда мы будем соединять с боковой частью, они подвинутся, потому что мы будем закреплять и вот здесь все. Дальше мы вышиваем по такому же принципу. Где помещается полноценный элемент, мы его вышиваем. Если нет, мы его вышиваем до конца канвы. Вот так у вас должно получиться. И дальше мы заполняем все пустые участки по всему периметру. Наша канва готова и вышита. Теперь перед дальнейшей сборкой нам нужно выкроить подкладку. Я взяла подкладку, вырезала со своей старой курточки. Мне она хорошо подошла по цвету. Вы можете сделать то же самое, либо купить новую. Какую подкладку лучше брать? Здесь ограничений нет. Можно использовать и шелк, и саржу, подкладочную ткань, тонкий трикотаж, можно ХБ использовать. В принципе, что у вас есть, и можете руководствоваться своими предпочтениями. Мы кладем подкладку и сверху накладываем нашу канву и обводим по краю. Я обвела канву, теперь мы ее убираем и вырезаем, даем припуск 1 сантиметр либо 1,5. Для обводки я использовала исчезающий маркер. И теперь мы вырезаем по контуру. Перед тем, как пришить подкладку, нам нужно установить замок и пришить фурнитуру. Находим центр и вставляем замочек. И с изнаночной стороны крепим его винтиками. Закручиваем все 3 винтика. Теперь нам нужно прикрепить нижнюю часть. Для этого складываем сумку, как она у нас будет в готовом виде. И делаем так, чтобы края у нас совпадали и были на одном уровне. Проверяем. Смотрим по узору. Край клапана по одному уровню рисунка. Надеваем нижнюю часть. И смотрим, где нам ее нужно проколоть и закрепить. Проверяем, чтобы было по центру. Теперь переворачиваем на изнаночную сторону и закрепляем усики. Одни готовы и вторые. Теперь на боковые части пришиваем полукольца, чтобы они не мешали соединению. Теперь, когда вся фурнитура прикреплена, мы будем наметывать подкладку. Прикладываем изнанка к изнанке
и наметаем по периметру, посередине, чтобы она не ерзалась. Я подвернула подкладку и приметала ее к самому краю. И теперь потайными стежками будем ее крепить за нитки вышивки. После того, как пришили подкладку, приступаем к соединению боковой части с основной. Я вам уже рассказывала принцип соединения боковой части с основной. Находим эти отверстия, но в соседнюю дырочку дальше проденем ниточку. И дальше смотрим. Вот эти два маленьких отверстия мы должны прошить с вот этим длинным. В каждую дырочку сделаем по 2 витка. Один виток. Второй виток мы сюда же делаем в длинное, продеваем длинное отверстие, но следующую иглу заводим во второе отверстие и продеваем же в это длинное отверстие. И еще раз продублируем. У нас получилось длинное отверстие 4 стежка. В следующее отверстие мы должны одно маленькое и одно большое, но оно не сильно большое. Мы делаем 2 стежка. Здесь смотрим, если не плотно закрыто, можно сделать третий. Я это сделаю. Нужно сделать так, чтобы канвы не было видно. Следующее у нас идет с одной стороны на боковой части короткие отверстия маленькие, здесь большое. Мы эти 2 отверстия в это большое будем вшивать. И дальше мы по такой аналогии сшиваем, пока у нас не получится, что сойдутся короткие отверстия. Тогда мы делаем отверстие в отверстие. Мы дошли до края, и теперь вот эти 2 длинных отверстия мы обошьем.
Нитку закрепляем и выводим. Следующую боковую часть, другую сторону, мы будем соединять уже с другой стороной длинной и будем ее закреплять до последнего стежка обметочного. После этого мы продолжим обметывать край до замка. Вторую сторону мы делаем аналогично. В конце не забудем обметать верхнюю часть. Сумку мы закончили, осталось прикрепить ручку-цепочку на карабинах. В принципе, я результатом очень довольна, и хорошо, что я не сделала свой первый вариант, как я задумывала в начале, а именно сделала узор до конца. Так мне больше нравится. Сумка на подкладке. Подкладку выбираем цвет. Итак, какие же размеры у нас получились? По высоте 15 сантиметров, в самой широкой части по низу 23 сантиметра, глубина в самой широкой части 5 сантиметров. Вес вместе с фурнитурой 428 грамм. Надеюсь, вам понравилась наша сумочка и вы сделаете себе такую же. Почему я остановила свой выбор на пряже Yarnart Macrame? Она прочная, износостойкая, легка в уходе и красиво смотрится в изделии. Ниточка достаточно тонкая, поэтому мы делали 2 стежка в одну ячейку. Если бы мы выбрали пряжу потолще, то не получили бы такого красивого плоского эффекта. Для закрепления концов мы использовали зажигалку. Будьте осторожны, чтобы не обжечь пальцы. Такой способ экономит пряжу и работа получается аккуратнее. На мою сумочку среднего размера ушло 115 грамм пряжи. Ухаживать за ней очень легко, она не боится влаги, поэтому можно использовать влажную губку или щетку. Напоминаю, что фото своих работ по нашим мастер-классам вы можете выкладывать в Instagram с хэштегом CandyYarnMK. На этом у меня все. Спасибо всем за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать колокольчик. И всем пока. Сладких вам петелек!